Толпа офицеров полиции сидела на скамейке возле полицейского участка, наслаждаясь обычным рабочим днем, который казался вполне спокойным и рутинным. Они обсуждали последние события, делились смешными историями и смеялись, вспоминая забавные случаи из своей практики. Атмосфера была расслабленной и непринужденной, и никто из них не ожидал, что произойдет нечто ужасное, способное изменить их день и взгляды на жизнь. Вокруг царила легкость, и они чувствовали себя в безопасности, забыв о своих обязанностях и ответственности, которые лежали на их плечах. В это время мимо участка медленно шла старая женщина по имени Мэри. Она была очень хрупкой и с трудом передвигалась, опираясь на трость, которая служила ей опорой в этот непростой момент. Ее шаги были медленными и осторожными, и каждый шаг давался ей с трудом. Внезапно, споткнувшись о бордюр, она не удержалась и упала на землю, издав тихий вздох, полный боли и смущения. Вместо того, чтобы подойти и помочь ей в этой трудной ситуации, полицейские, сидящие неподалеку, начали смеяться и снимать ее на телефон, не осознавая, насколько это было недопустимо и жестоко. Их смех раздавался громко и беззаботно, и они даже не заметили, как их поведение стало оскорбительным и унизительным для пожилой женщины, оказавшейся в таком уязвимом положении. В этот момент подъехал начальник полиции, капитан Майкл. Он вышел из машины и, увидев, что происходит, бросился к старушке. Подняв ее с земли, он с тревогой спросил, все ли в порядке. Когда он увидел, что это его мама, его сердце сжалось от гнева и стыда. «Как вы могли не помочь ей?» — с яростью произнес он, обращаясь к своим подчиненным. «Это недопустимо». Полицейские замерли, осознав, что их бездействие обернулось позором. Они пытались оправдаться, но капитан не хотел слушать. Его голос звучал решительно. «Я не могу работать с людьми, которые не способны проявить человечность. Вы уволены». Офицеры, осознав всю серьезность ситуации, начали умолять Майкла не увольнять их. Они раскаялись в своем поступке, понимая, что их смех был неуместен и жесток, но капитан был непреклонен. «Вы должны понимать, что быть полицейским значит защищать и помогать, а не смеяться над теми, кто нуждается в помощи». Старушка Мэри, все еще держа трость в одной руке, смотрела на своего сына с гордостью, но и с печалью в глазах. Ее сердце переполняли смешанные чувства, она гордилась тем, что он, как капитан полиции, проявил мужество и принял правильное решение, но в то же время ее огорчало то, что его подчиненные потеряли свою работу из-за своей глупости и недальновидности. Она понимала, что его действия были необходимы для восстановления справедливости и что он делает правильное дело, защищая тех, кто нуждается в помощи. Однако, несмотря на это, ей было больно видеть, как его коллеги, возможно, навсегда изменили свою жизнь из-за одного неуместного поступка. Полицейские, оставшись без работы, ушли с позором, осознавая, что их действия не только разрушили их карьеру, но и подорвали доверие к полиции в глазах общества. В этот день они научились важному уроку о человечности, который, к сожалению, пришел слишком поздно. Капитан Майкл, обняв свою мать, пообещал себе, что будет делать все возможное, чтобы вернуть уважение к своей профессии и чтобы подобное никогда больше не повторилось. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.